Всем большой привет! С вами Олеся на канале Готовим дома. Многие при выпечке бисквита сталкиваются с тем, что бисквит опадает, получается клеклым и невоздушным. Уже перепробовали все рецепты бисквита, а результат не радует. Вам это знакомо? Сегодня я поделюсь с вами своим кулинарным опытом, накопленным за 18 лет практически непрерывного времяпровождения на кухне. И долгие годы я тоже пыталась разгадать секрет воздушного бисквита. За это время я перепробовала десятки рецептов бисквитов, способов выпечки и взбивания яиц. И теперь мне есть чем с вами поделиться, друзья. Рецепт бисквита на самом деле очень простой, но без знания некоторых секретиков не обойтись. Друзья, я редко об этом прошу, но сегодня как раз тот случай. Пожалуйста, поделитесь этим видео с вашими друзьями. Я очень старалась сделать его максимально полезным и объяснить все подробно. Эта информация просто сокровище для молодых и опытных хозяюшек. Она поможет сэкономить время и продукты для тех, кто хочет научиться готовить пышный классический бисквит без разрыхлителя, который не опадает после выпечки. Обязательно сохраните рецепт, чтобы не потерять, и, конечно, подписывайтесь на канал, вас ждет еще много вкусных рецептов. Итак, для выпечки бисквита нам понадобится всего 3 ингредиента: 5 яиц категории S1, 150 грамм муки и 150 грамм сахара. Самая частая ошибка – измерять ингредиенты стаканами и на глаз. Муку и сахар взвешиваем исключительно на весах. Сахар и мука при одинаковом весе имеют разный объем, и вы можете видеть эту разницу на примере двух одинаковых по объему стаканов. Для выпечки бисквита подходят любые разъемные формы или кольца для выпечки без дна. Если будете печь в обычной разъемной форме со съемным дном, то дно слегка смажьте растительным маслом и застелите кружком пергамента. А вот стенки формы нельзя смазывать маслом, так как бисквит поднимается и растет, цепляясь за стенки формы. Эти пропорции рассчитаны на стандартную форму диаметром 20 см и высотой 5 см. Но возможны и другие варианты. Например, диаметр моей формы 18 см, а высота бортика 8,5 см. При выборе диаметра формы обязательно нужно учитывать высоту бортика, так как бисквит сильно поднимается во время выпечки, и ему должно хватить для этого высоты. Так как моя форма без дна, поэтому низ формы оборачиваю фольгой. Можно обернуть 2 слоями фольги, так как фольга дополнительно помогает изолировать стенки формы от лишнего жара и сбалансировать температуру выпечки для более равномерного подъема и пропекания бисквита. Форму подготовили, начинаем готовить бисквитное тесто. Яйца помещаем в чашу миксера или чистую сухую миску. Я использую яйца комнатной температуры. Добавляем сразу весь сахар. Перемешаем яйца с сахаром венчиком или при помощи миксера на низкой скорости. Наша задача сейчас не в том, чтобы взбить яйца, нам нужно помочь крупинкам сахара раствориться. Для этого можно поместить миску с яйцами и сахаром на кастрюлю с горячей водой, то есть на водяную баню, и пару минут поработать венчиком, непрерывно помешивая массу. Нам нужно просто немного нагреть яичную массу, чтобы она стала теплой. Проверяем температуру пальчиком, и если смесь теплая, снимаем с огня. Водяная баня помогает сахару быстрее раствориться, но если вы уже достаточно опытны в приготовлении бисквита, яичную смесь можно не нагревать. И теперь, когда сахар хорошо растворился, начинаем взбивать яйца с сахаром при помощи миксера. Взбиваем на максимальной скорости до пышности и увеличения яичной массы в объеме в несколько раз. У меня мощный миксер, и он взбивает яйца в пышную пену примерно за 5 минут. Если у вас обычный ручной миксер, бисквит тоже можно приготовить, он получится, но яйца с сахаром придется взбивать долго, около 20 минут. Ориентируемся по консистенции взбитых яиц. Проводим пальцем бороздку, и если бороздка не сразу заплывает, яйца взбиты достаточно хорошо. Теперь просеиваем примерно половину муки и очень аккуратно перемешиваем тесто вот такими движениями сверху вниз. Тесто нельзя перемешивать слишком интенсивно, чтобы максимально сохранить его воздушность. Просеиваем оставшуюся муку и тоже очень аккуратно смешиваем тесто с мукой.
Важно, чтобы мука равномерно распределилась по тесту и не оставалось непромешанных мест и комочков муки в тесте. Наше тесто для бисквита готово. Выкладываем его в форму. Помним, что бортики формы мы не смазываем и форму не заполняем до самого верха, оставляя место для роста бисквита. И самый ответственный момент – это выпечка бисквита. Если вы до этого момента сделали все правильно, на этапе выпечки тоже пока нельзя расслабляться. Главная причина, по которой бисквит после выпечки может опадать, заключается в оптимально подобранной температуре в вашей духовке. Если температура недостаточно высокая, бисквит поднимется, но его центр не сможет подняться и получится впалым. А если температура слишком высокая, бисквит быстро поднимется и сильно зарумянится, но внутри не успеет пропечься и опадет сразу после выпечки. Поэтому температура духовки должна быть не низкой и не высокой, а именно оптимальной. И важно понимать, что у каждого из нас разные духовки, и надо будет просто немного поэкспериментировать с температурой и почувствовать свою духовку. Поэтому ставим бисквит в уже горячую разогретую духовку. Температура выпечки примерно 165-170 градусов Цельсия, нагрев вверх плюс низ. Сами устраиваемся рядышком поудобнее, прямо возле духовки, и наблюдаем за процессом выпечки через дверцу. Дверцу ни в коем случае не открываем. Бисквит должен активно подниматься, но не слишком быстро румяниться. Если видите, что бисквит слишком быстро румянится, попробуйте чуть-чуть уменьшить температуру. Совсем чуть-чуть. А если бисквит поднимается по стеночкам, а центр проседает, немного увеличьте температуру. С выпечкой бисквита надо пару раз поэкспериментировать, и вы сможете найти оптимальную температуру выпечки для вашей духовки. Обязательно запишите ее, чтобы потом не забыть. Бисквит из 5 яиц выпекается примерно 50 минут, время выпечки тоже ориентировочное. Готовый бисквит сразу не достаем из духовки, духовку выключаем и даем постоять бисквиту еще примерно 10 минут. И теперь, наконец, наш бисквит готов. Он получается очень пышный, высокий и нежный. Аккуратно проходимся ножом по краю формы и достаем бисквит. Я хочу еще раз коротко подвести итоги, чтобы вы ничего не упустили. Итак, первое. Муку и сахар взвешиваем на весах. Второе. Заранее подготавливаем форму. Готовое тесто нужно выпекать сразу, оно не должно стоять. Третье. Хорошо взбиваем яйца с сахаром до пышной светлой массы и не заплывающей бороздки. Мощным миксером масса взобьется за 5-7 минут, ручным миксером за 20 минут. Четвертое. Муку обязательно просеиваем, вводим в тесто в 2 приема и очень аккуратно перемешиваем сверху вниз. Пятое. Стенки формы не смазываем маслом. Шестое и самое главное. Подбираем оптимальную температуру выпечки и ни в коем случае не открываем духовку во время выпечки. Примерная температура выпечки 165-170 градусов Цельсия, нагрев вверх плюс низ – это для электрической духовки. И теперь самое главное, друзья, в чем же заключается секрет пышного бисквита? А секрет в том, что этого секрета не существует. Важно просто понимание процесса, и это как раз то, чем я с вами сегодня поделилась в этом видео. Мне понадобилось много лет, чтобы это понять, так как эту информацию я собирала буквально по крупицам, еще в то время, когда даже не было ютуба. У вас же есть уникальная возможность научиться готовить бисквит буквально за пару раз, используя предложенную вам информацию, которую я, собирая по крупицам, постаралась удобно структурировать для вас, чтобы вы понимали, что, как, зачем происходит при выпечке бисквита. Готовый бисквит полностью остужаем на решетке, затем оборачиваем пищевой пленкой и оставляем на 8-12 часов. Бисквит за это время отлежится, его будет легче нарезать на коржи для торта. Снимаем с бисквита пищевую пленку и разрезаем бисквит на 3-4 коржа в зависимости от высоты бисквита. Удобно разрезать бисквит хлебным ножом или ножом с зубчиками. А можно воспользоваться вот таким приспособлением. Это струна для нарезки бисквита. Очень простое и дешевое приспособление, и его нетрудно найти в продаже. Здесь есть насечки, фиксируем струну с двух сторон в зависимости от желаемой толщины коржа. И аккуратно режем бисквит.
Очень удобно, друзья, но кому как привычнее. Я за много лет привыкла резать бисквит ножом. Мы разрезали бисквит на коржи, и теперь можно пропитать их любым сиропом, промазать кремом и собрать лучший в мире торт. Но это уже другая история. Расскажу ее в следующий раз. Это, пожалуй, все, что я вам хотела рассказать, друзья. Ну, а я прощаюсь. До новых вкусных рецептов. С вами была Олеся на канале Готовим дома. Скоро увидимся. А еще не забудьте нажать колокольчик рядом с кнопкой подписаться. Вас ждет еще много вкусного, интересного и полезного. Пока-пока!